Всем привет, это Вадим. Сейчас покажу несколько прикольных, и несколько очень ценных находок за последние 3 дня, понедельник, вторник, среда, и еще несколько, что мы купили на позапрошлой неделе перед нашей поездкой. Есть вещи просто улетные, прикольные, а есть прям достаточно ценные. Так что смотрите. Какая красота! Просто красотища неописуемая. Бренд. Как? Сейчас давайте я сниму. Непереводимая игра слов. Yes, we vibe. Ну да. Да. Yes, we vibe. Да, мы vibe. Да, мы делаем ботинки из клеенки и картинки. Вещь. Только хотел сказать, изготовитель предпочел остаться неизвестным. Нет. Лучше бы он остался неизвестным. Это как будто тег. Но он из пластика сделан. Love Sport Me Destination. Это как типа билет, что ли, на самолет. С ума сойти. Да, я смотрю, креативит в Чайна-тауне. Ну, или где-то там у них в Шанхае, на Малой Арнаутской. Да, вот еще одно чудо кроссовкостроения. Это, так понимаю, вдохновлено Джордан, как, знаете, в фильмах пишут, что по этим inspired by true events, то есть вдохновлено событиями, а это вот вдохновлено настоящими кроссовками. Вот это вот оно. Так, что тут написано? Game is reserved for new future, starting now, just be nice, fashion. Ну, в общем, моя есть, кроссовки ходить, твоя покупать. В принципе, классический сюжет. Да, сегодня удачный день, но не для ценных вещей, а вот для таких. Silent D. То есть, вообще, как в правилах произношения имеется в виду глухая, непроизносимая D. А вот на ботинках что может значить? Непроизносимая D. Причем D. Производитель, в общем, так подумывал остаться неизвестным, а потом решил, в общем, я напишу-ка я, что в голову придет. Интересная модель копилки. То есть ты туда бросаешь монетку и тут же достаешь, когда понадобилось. Свинья в очках и с отломанным ухом. Очень оригинально. Приз самому оригинальному дизайнеру в студию. Когда думал, что Джорданы уже давно достигли дна, нет, не достигли. Резиновые полусапожки для детей. Вот при чем здесь Джорданы баскетбол? Ну, неважно при чем. Будем клепать резиновые сапоги. Кто нам запретит? Да. И вот из, как вы можете догадаться, Maiden Girl, бренд так себе, из неубитой змеи. Просто напечатали а-ля змейка. Но зато змеи не пострадали. Мерилы. Ну, в общем, в неплохом состоянии, смотрите. Если носок еще как-то можно оправдать, в смысле в тряпочных кроссовках, когда протирается носок, можно оправдать, что тебе кто-то когти отращивает, в чем я, кстати, сомневаюсь. Ну ладно. То тут-то какие могут быть шпоры на пятке, смотрите. Ужас. И, кстати, в кроссовках такое часто бывает, только, конечно, не там, а вот здесь. Да. Не знаю, что это. Особенность
строение ноги бывшего хозяина, или плохо сделанное, или и то, и другое. Да, и вот говоря про носок. О, что она? Педикюр не делала на среднем пальце? Сомневаюсь. Думаю, что такая обувь. Хотя, конечно, всякие деформации бывают у людей. Да, фантазия, конечно, бурная, прямо скажем. Что вот так это, смотрите, блестеть под всеми углами, во все стороны. Очуметь. Ну, бренд, понятно, какой-то лишила или не лишила. Подошва, конечно, так, ой. Тяжелые, причем, зараза. Так, а это тут что у нас такое красивое? Какая-то Амелия Грейс. Их восьми, что за... Ну, хотя бы имя какое-то стоит. Ну, да. Без комментариев. Я, видимо, уже отстал от моды. Даже не знаю, что сказать. Ботиночки. Как бы из кожи, на самом деле это тряпочные. Кто-то у нас там. Earth Origins, по-моему, дешевый бренд. Вообще вот под кожу делают, как бы замша, на самом деле тряпка. Ну, смотрите, боты. Название. All Saints. Я сразу вспомнил поговорку: хоть цветы их выноси. Да. Так, а вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Сделанные в Португалии. Новые, я смотрю. С изначальной ценой в $300. Тут уже всех святых можно вносить обратно. И что, по обычной цене, что ли? Вроде да. Ну, конечно, это не 300, но... Вот на кожу совсем не похоже. На кожу не похоже. Да. Пахнет чем угодно, только не кожей. Но новые должны пахнуть таким специальным, особым кожаным запахом. По-моему, синтетика галимая. Но вряд ли это подделка. Еще возьму за $6. Ой, че только не придумают. Сделаны вот вообще, ну, слишком легкие для ботинок. Такого плана ботинки должны быть тяжелыми. Хотя, конечно, облегчили подошву, чтобы легче ходить. И быстрее стоптались, и новые купили. Ну ладно. Возьму. И вот, да даже не прикол, это безобразие. Смотрите. Это новые для охотников ботинки Роки. Ну, подошва нулевые. И вон что. Сейчас надо руки пойти отмыть. Кошмар. Сумка уже все на мусорку после них идет. Ничего страшного. Я там к менеджеру подошел, говорю: мы безобразие, давайте сбрасывайте. За $2 мне их продали. Попробую животворящим спиртом вообще все вот это оттереть. Ну, за $2-то можно рискнуть. Кошмар. Ну что это такое вообще? Безобразие. Такой вроде бренд был всегда приличный. У кого подошва лопается, у кого это вообще, даже не знаю, как это назвать, обтирается все просто. Что это? Ужас! Ну что, Донского, в общем, ничего особенного, ну, так, нормальные, как бы это сказать, кроссовка, ботинки. Мне название понравилось. Хиллари. Прощай, Клинтон. Еще, нет, это значит нужно было, это как ботиночки Хиллари, а кроссовки для бега Goodbye, Клинтон. Ну да. Это прикол. И вот это валялись. Не нужно и никому. А я распознал знаменитый логотип Данер. Думаю, а что же Данер-то мне нужен? И вроде бы сделано в Америке. И это
для рыбалки с такой фетровой подошвой на камнях, когда стоишь, ну, естественно, на мокрых, и на спиннинге ловишь в горных речках форель. Что-то подобное, по-моему, Orvis бренд или еще какой-то я продавал когда-то. И потом, когда я стал изучать вопрос, вот такие ботинки уже в некоторых штатах запрещены, потому что фетр может переносить бактерии из одного в ручья в другой и, в общем, нарушать экобаланс. Что-то ржавчина. Ну, понятно. И уже новые делают в основном с резиной. То есть это, судя по всему, винтаж. Ну, прекрасно. Тут вставка. Наверное, непромыкаемая, я так понимаю. Или что-то еще. Слушай, такие забавные. Представляете, вот специально для fly fishing вот со спиннингом пошел на форель. Основной прикол был найти размер. Все тут перерыл, все. А он вот тут вот сбоку засандалили. О. Я ж думал, вот как покупать? Вон вижу 9 ИИ. Удвоенной ширины. Ну, спасибо и на том. Вот это спрятали. Просто спрятали, так зашифровали, что ужас. Но то, что выжжено там, это хорошо. И, судя по всему, это сделано в Америке. И это прям классная находка. Так что это приятный прикол. Хорошие мерилы. Странно, что попали в развес. В отличном состоянии. В районе 40 должны стоить. Но прикол в чем? Там же были мерилы тактические. Что-то мерилом, значит, не меряется, не живется в сегменте туристических. Надо еще лезть и в тактический сегмент. Кстати, интересный нос. Вот как-то вот он так характерно очернен, что возникает вопрос, а не умышленно ли это было сделано? Вот у меня есть вопросы к производителям. Ну, так или иначе, тактические ботинки пользуются спросом. Это только вопрос всегда, сколько принесут. Мерилы, в принципе, котируются. Мерил, Рибок, там, Гармонт, это вообще там под 100, даже бэушная. Кстати, кто из Европы, ребята, что в них в гормонах-то такого крутого? Ну, так что это хорошая находка. Что-то каучуковые мефисто пошли косяком. И все маленьких размеров. И это 8-й, наверное, мужской, американский. Не знаю, какой европейский. Тяжелые такие. Вот что хорошего в каучуке? Скажите, просветите несведущего. Когда-то очень-очень давно мне попались моего размера. Ну, я в них 10, что ли, или 15 минут честно отходил. И, честно скажу, не понял я кайфа. Ну и вот те самые роки, которые я показывал у магазина. Безобразие, да? Смотрите, что сделал животворящий спирт. Вот исходник, вот конечник. Практически как будто так и было. Не пачкается? Нет. Или все-таки пачкается? Ну, для охотника сойдет. Вот это хорошо. То есть $2 отобьются. Ну, сколько будут стоить, сложно сказать. Ну, я думаю, 40-50, не больше. Ну, позор, конечно. Просто позор джунглям. В буквальном смысле слова. Вот. С этими самыми. Ну, вы поняли. И вот уже напоследок просто несколько пар обуви. Так, как видите, в основном обувь. По-моему, ничего из одежды я не купил.
насколько помню. Такие игривые колхан, на самом деле мужские. Ладно. Хока, тоже не бог весть, где-нибудь около $30. Хоки разные бывают. Какие-то ценятся, какие-то не очень. И размер маленький. Сойдет. Кин туристические, тоже маленький размер. Но для туристов это, в принципе, с пивком потянет, уйдут. Тоже недорого, в районе 30. О, без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом, причем красным. Это, конечно же, Китай. Это же не то, что давеча было когда-то. Не, Камбоджа. Камбоджа лучше, чем Китай или нет? Это у нас стальной носок. Сиди, сынок, я сам открою. Хорошо сделано, видите? Ну ладно. Вроде бы подошва нормальная. Это прям хорошая была находка. Они должны принести в районе полтинника. Несколько вещей, которые мы купили до поездки. То есть это была позапрошлая неделя. Подозрительная Гуччи. В буквальном смысле слова из Куччи. Вроде бы выглядит как настоящее, но у меня сомнения. Знатоки. Наташа тоже выражает глубокие сомнения в подлинности этого экземпляра. Ну, я думаю, если недорого запостить, то приглядываться никто не будет. Потому что даже с пятнами и очень серьезными дефектами фикции уходит 200. Ну, 50 запустим. Это размер medium женский. Надпись, видите, как сделана? Вот все похоже на оригинал. Прикольно. Это тоже все. Это, кстати, все на мне, все из Куччи. Это высокие бренды в гости к нам. Это, кто бы вы думали? Это никто иной, как Coach. Наташ, сколько мексиканок ты оттолкнула? Нисколько. Нисколько. Валялся, она говорит, никому не нужный Coach. Такая вот сумочка лаптопная в прекрасном состоянии. У меня лучше есть. Не дороже, но лучше. Удобнее. Это настоящая кожа, все как сделано, вообще в идеальном. Сколько будет стоить, пока сложно сказать, я только точно не нашел. Ну, сколько-то да будет. Она где-то стоила $3. Мы взяли, не раздумывая. Некоторые вещи берешь, а потом уже смотришь. Вы, наверное, думаете, опять напялил какой-то пиджак. Нет, конечно, вы так не думаете. Смотрите, это канали, ну или каналье. Оказывается, это итальянский бренд, очень даже люксовый. Насколько мне удалось найти информацию в интернете, и это уже такого высокого уровня. Это, конечно, не Бриони, который Трамп носит, но достаточно тоже дорогие. На их сайте самые дешевые костюмы. Это, кстати, был костюм в развес. Представляете, я просто брюки оставил дома. 1500 самые дешевые. То есть это так, я так понимаю, самый низ вот этого всего люксового сегмента. Это шерсть, конечно же. Что интересно, вот здесь бирка. У этой канале. Ну, супер 130 это качество шерсти. Чем не выше этот номер, тем шерсть, насколько я понял, тоньше. Ткань тоньше, не шерсть. Знатоки, поясните, потому что очень много было буквок, я вообще ничего не понял. Только понял, что выше номер, круче, дороже стоит. А вот это люксовый магазин в Шарлотте, где, естественно, вот такие вещи продают. К сожалению, не нашел там такого. Видимо, это винтаж, давно это было. Тейлор, Ричардс и Канджер. По-моему, они уже, вот эти трое товарищей уже отошли от дел. Там уже или их дети, или что-то типа такого. Такие вот были интересные находки. Ну вот теперь уже все показал. Всем пока.